Приветствую вас на своем канале по изучению основ работы в Primavera PSX. Сегодня в видео расскажу, как вносить и сохранять финансовые периоды. Запускаем проект, создаем несколько работ, добавляем на них ресурсы, после добавления ресурсов, расстановки связи и расчета расписания, заходим в настройки операции, во вкладку ресурсы и добавляем колонки. Фактическое количество за период, пару колонок фактическое количество из финансового периода. Нажав на данные ячейки в этих столбцах, они не становятся активными, и их невозможно редактировать. Для того, чтобы возможно было редактировать данные ячейки, необходимо во вкладке «Статус» установить галочку напротив «Начато». Теперь заходим в «Ресурсы», и данные ячейки становятся активными. Также можно вывести данные колонки во вкладке «Назначение ресурсов». Вначале внесем факты финансового периода в Primavera. Можно сразу нужный вам финансовый период внести, если у вас есть разрешение на это. Вносим данные и выполняем расчет. Если у вас нет прав доступа для корректировки финансовых периодов, то вводим факт в колонку «Фактическое количество за период». Нажимаем на верхней панели управления «Сервис», «Закрытие периода», выбираете нужный вам период и нажимаете «Сохранить сейчас». В всплывшем окне нажимаете «Да». Заходите в ресурсы, добавляете колонку с финансовым периодом, который внесли, и видим, что данные внесены, а наша колонка «Фактическое количество за период» стала с нулями. Теперь расскажу, как сделать то же самое через Excel. Ваш же проект не состоит из 3 работ, чтобы все факты заносить вручную. Экспортируем операции и назначение ресурсов в Excel, как рассказано у меня в этом видео. Только указываем нужные нам колонки. Лишние колонки не нужны, а то может не совсем корректно получиться экспорт и импорт. Открываем созданный файл и видим, что финансовые периоды у нас со звездочкой. А это значит, что даже если мы сейчас поменяем значение в данных колонках, они не загрузятся в Primavera. Поэтому мы можем воспользоваться только колонкой «Фактическое количество за период». Вводим данные для наших работ. И также помним, что Primavera не дает вносить данные колонки «Фактическое количество за период», если работа не начата. Так и будет при выгрузке с Excel. Для того, чтобы указать, что наша работа началась, мы выгрузили вкладку «Операции» с колонками «Фактическое начало» и статусом операции. Проставим в колонке «Фактическое начало» какими датами. Только в датах все часовые значения должны быть нулевыми. А в колонке «Статус операции» указываем «Выполняется». Сохраняем и закрываем файл. Возвращаемся в Primavera и импортируем файл Excel. Как видим, все фактические данные за период вошли в наш проект. Далее, как и с ручным вводом, через вкладку «Сервис» вносим данные и значения в необходимый нам период.
На этом видео о внесении фактов в финансовые периоды я закончил. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!